В дальнем углу небольшого питомника стояла металлическая клетка, отделенная от остальных вольеров плотной перегородкой. В ней жили два щенка — рыжевато-коричневый мальчик по кличке Тоша и его сестра Лада. Они были почти одного возраста, но заметно отличались от своих однопомётников. У Тоши одно ухо чуть загибалось на бок, а у Лады на груди было белое пятно неправильной формы. Их братья и сестры уже давно перебрались в просторный общий вольер. Каждый день туда приходили люди, выбирали щенков, гладили их, спрашивали о родителях и родословных. Иногда счастливых малышей уносили новые хозяева. Тоша и Лада наблюдали за этим через прутья. Когда щенков проверяли на соответствие породным стандартам, выяснилось, что их документы были неполными, а происхождение нельзя было подтвердить так же уверенно, как у остальных. Кроме того, внешность обоих не совсем соответствовала строгим требованиям. Для питомника, который занимался племенным разведением, это оказалось серьезной проблемой. «В разведении их не оставим», — сказал однажды хозяин, просматривая бумаги. «Данные плохие, родословность не подтверждена. Нужно будет решить, что с ними делать». После этих слов Тоша, конечно, ничего не понял. Он лишь увидел, как человек ушел, закрыв дверь, Лада прижалась к нему боком. Дни проходили одинаково. Утром им приносили корм, потом убирали клетку, иногда выпускали ненадолго на небольшой огороженный участок, но все остальное время они оставались вдвоем. Они быстро привыкли спать рядом, делиться игрушкой и встречать каждого человека одинаково, настороженным взглядом, который постепенно сменялся надеждой. Однажды в питомник приехала женщина по имени Марина. Она искала щенка для семьи, но не собиралась заниматься выставками или разведением. Ей нужен был просто здоровый и дружелюбный компаньон. Марина долго разговаривала с владельцем питомника, а потом заметила Тошу и Ладу. А почему эти двое отдельно? Ей объяснили ситуацию. Женщина некоторое время молчала, а затем присела возле клетки. Тоша осторожно подошел первым, Лада последовала за ним. Марина просунула руку между прутьями, и оба щенка начали лизать ее пальцы. «А если я возьму их обоих?» Хозяин удивленно посмотрел на нее. «Обоих?» «Да, им же хорошо вместе». Через несколько дней Тоша и Лада впервые ехали в машине. Они сидели на мягком пледе в большой переноске и все еще не понимали, что происходит. А потом открылась дверь, и перед ними оказался новый дом. Там были и теплые лежанки, миски, игрушки и большой двор. Никто не спрашивал про их оценку, форму ушей или происхождение. Их звали гулять, учили простым командам и каждый вечер укладывали спать рядом. Прошло несколько месяцев. Тоша научился приносить мяч, а Лада стала встречать Марину у двери, смешно подпрыгивая на месте. Они по-прежнему спали рядом, только теперь между ними не было решетки. Однажды Марина посмотрела на них и улыбнулась. «Вот ведь какие вы у меня. Не прошли чью-то проверку, зато прекрасно прошли главную». Тоша поднял голову, а Лада положила морду ему на спину. И, пожалуй, это было самое важное. Их прошлое, наконец, осталось за дверью, а впереди у двух щенков была целая жизнь, в которой их ценили не за бумажки и соответствие стандартам, а просто за то, что они были собой.